Пробежимся по психиатрии нарушения мышления. Мои любимые, зачем нам нужно с вами знать о нарушении мышления? Объясняю. Не для того, чтобы разыскивать шизофреников, вызывать скорую помощь, если у кого-то вдруг вы обнаружили какие-то психотические состояния, а для того, чтобы элементарно в каких-то диалогах, спорах и так далее увидеть, узреть, так сказать, в человеке нарушение мышления. Потому что даже если это не психоз, мы можем видеть тем или иным образом аспекты нарушения мышления, потому что стадии, формы этого нарушения мышления могут быть очень разные, понимаете, да? От легко, слегка заметных, так сказать, да, уже ярко выраженных. Поэтому это непременно нужно знать, и когда вы будете узнавать кого-то из своих близких, друзей, коллег, знакомых, или, может быть, вы знаете даже каких-то известных ораторов, известных людей, пишите в комментариях, кого вы в этом узнали. Может быть, что-то присуще вам. Да, это потому что это безумно интересно. Давайте посмотрим. Во-первых, чем у нас мышление отличается от восприятия? Посмотрите, у моего мышления очень такая сплющенная, субъективная, четкая волна. Я мыслю эту мысль, то есть она у меня определенным образом формируется, она из чего-то конкретного состоит, а восприятие происходит вокруг меня в целом, то есть кресло, оно никуда не девается. Вот оно, мое кресло, мои софтбоксы, мой фотоаппарат, да, мои какие-то стены, мои окна. И даже если я сейчас отсюда уйду, в принципе, оно вот тут продолжит быть. То есть я воспринимаю это в целом. Я не думаю сейчас об этом. Оно идет автоматически, мое восприятие. А мое мышление имеет некоторую структуру, четкую субъективную направленность, да, я как бы создаю и плету конкретную косичку, но при этом восприятие не исчезает никуда. Попа по-прежнему продолжает все вокруг меня воспринимать, да, ну не попа, а мозг, естественно. Соответственно, я все это вокруг себя воспринимаю, да, мой потолок, мой пол, мой коврик, вот оно здесь все вокруг. И при этом я сейчас дальше продолжаю свою мысль, которая имеет вот некоторую такую субъективную составляющую. При этом восприятие всего окружающего никуда не уходит. Я могу со своей мыслью куда-то уйти, но оно продолжит здесь быть. Да? Вот все то, что здесь было, так сказать. Это безумно интересно. Ладно, короче говоря, давайте дальше. Значит, нарушение темпа мышления, болезненно ускоренное мышление. Возможно, вы сейчас вспомните людей, которые принимали какие-либо психоактивные вещества, и вот они что-то такое съедят или чего-то там нанюхаются, и начинают говорить настолько быстро, то есть они не успевают за своим мышлением. Мысль настолько скоропостижная, молниеносная, стремительная, что слова в такой некоторой сбитой связке пытаются быстро цепляться за эту мысль, которая перепрыгивает сразу через 3 вагона. И от этого мысль получается, и речь, соответственно, поскольку речь – это отражение того, о чем мы думаем, да, как мы строим собственную мысль. Соответственно, человек пошел туда, там. То есть вроде бы цепочка прослеживается, вы понимаете, о чем в целом говорит человек. Да, он сейчас вроде бы вменяемый, нет, это не психоз, да, но при этом мы понимаем, что он какой-то странный. Это состояние мании, кстати, в биполярно-аффективном расстройстве, когда человек из депрессии заходит уже в другую стадию под названием мания, да, мания или мания, уже нужно, забыла в словаре посмотреть. Мания, давайте я посмотрю, кстати, сейчас посмотрим, как мы ставим ударение. Куда-то у меня вылетела эта мысль из головы.
Так вот, и вот это, в этой мании, в этой мании человек начинает говорить очень-очень-очень быстро. То есть ты в целом можешь понимать, о чем идет речь, но слова как-то проглатываются. Нашел там, и такая молниеносная, да, вплоть до скачки идей, так и называется, вплоть до скачки идей. Вот такая быстрая, такая вот ритмичная речь, которая уже теряет свою какую-то связку, даже как будто бы, да, логическую. Но в целом можно понять, о чем идет речь. Да, вот еще в таких эйфорических состояниях это бывает. Далее болезненно замедленное мышление, часто бывает при депрессиях. Тот же самый пациент, который скакал в своей мании, завалился в депрессию, и в этой депрессии он будет говорить очень-очень медленно. И от этого тоже будет терять, как и он, так и его собеседник, вот эту цепочку логическую. Вообще уже о чем? Он или в принципе будет говорить очень коротко «да» или «нет». Да? Речь может быть такой очень какой-то скудный, уже примитивный, лишенный вообще какой-либо эмоциональной окраски. И вы вроде бы хотели задать вопрос, ждете на него ответ, но получить этот ответ практически невозможно. Этот ответ, так и где-то этот вопрос завис в воздухе, и ответ, вот он никак не может, этот ответ, так сказать, разродиться. Да? Очень туго идет разговор, такая затрудненная речь, нет такой вообще лишенная какой-либо спонтанности, лишенная каких-либо свободных таких рассуждений. Короче говоря, и установить контакт, естественно, крайне трудно. Что с одним пациентом, что с другим. Но я это сейчас говорю опять же, да, вот старайтесь это наблюдать в принципе в реальной жизни, потому что это безумно интересно ставить вот такие какие-то в своей голове, да, кому-либо диагнозы относительно всех этих вещей. Да, в общем, короче говоря, при депрессиях, поражении головного мозга, инфекционных заболеваниях и эпилепсии. Далее обстоятельность, то есть такая некоторая детализация. Вы предлагаете человеку что-либо обсудить или, опять же, задаете ему какой-то вопрос, если тем более к психологу пришел клиент, ну, как твои дела, да, ну, с чем ты сегодня ко мне пожаловал и так далее. И человек начинает, например, рассказывать, когда я шел, вот, поднимался на второй этаж, на втором этаже я посмотрел, там была такая огромная картина. На этой картине были вот такие красивые птицы, и я шел к вам. И когда уже... То есть смысл вроде бы сохраняется. Он идет к этому ответу, но он настолько вот рассказывает все поэтапно, настолько все обстоятельно. То есть он вроде как и ответит на ваш вопрос, но она такая вот эпилептоидная, навязчивая, тугая, вязкая обстоятельность, обсасывается каждый совершенно несущественный, неважный момент, как он поднимался, пришел, зашел, сел, снял пальто, вам что-то вот сказал и так далее. Да, казалось бы, ну, короче говоря, давай быстрее. Ну, Склифосовский, не будем в этом вязнуть, в этой обстоятельности, но он не может в нем не вязнуть, да, во всем этом процессе он в нем вязнет, потому что это и есть нарушение мышления, собственно говоря. Да? Вот такая интересная история. Так, ладно, это что касается вот этой нашей обстоятельности. Далее, нарушение стройности мышления. Вот этот момент. Мы разобьем нашу лекцию на две части, договорились. Нет связи между фразами. И очень часто, более того, я даже вижу таких ораторов. Особенно, вот если речь идет про каких-то американцах, иностранцах, наши все это пытаются переводить, с умным видом сидеть, смотреть, а на самом деле там разорванное мышление. То есть фразы между собой действительно имеют правильную структуру, но при этом абсолютно лишенные логической цепочки. То есть логическая связь утрачена. Но по структуре предложение складывается очень даже правильно. Вот с одной стороны, мне хочется привести пример, ну, как бы очень громкий. С точки зрения банальной эрудиции, не каждый лояльный индивидуум способен игнорировать критерий утопического субъективизма. То есть, вроде бы фраза
слова подобраны друг к другу грамматически правильно, но в них вообще нет никакой логики, нет никакой связи. Ты ее ждешь, 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 а ее там нет, да? Вот так вот. Или с точки зрения реформаторской проекции остается тенденция в небытие. Вот я тут тоже написала себе такую интересную фразу. Да? С точки зрения реформаторской проекции остается тенденция в небытие. Грамматически правильно составленная фраза? Да. Есть ли в этом логическая составляющая? Нет. И вот очень часто я смотрю каких-то ораторов, и они вот действительно страдают этой формой нарушения мышления вокруг, как будто бы всех делая дурачками. На самом деле. И у людей возникает стойкое ощущение, что они просто такие глупые, что не понимают. Вот ораторам что-то очень такое преподаватель говорит, умное, важное, а преподаватель нарушение мышления на самом деле. Да, может быть, он это как-то где-то понимает, но продумать эту мысль, выразить ее преподаватель не способен. Соответственно, кто-то засыпает от этого, кто-то с умным видом сидит и не признается, что он ни хрена не понимает. Потому что у человека возникает стойкое ощущение, что это я дебил, просто вот профессор очень умный, и надо продолжать записывать. И где-то громко заявить, вы знаете, приехал какой-нибудь Джо, какой-нибудь да, Абрасим Хатаб, вот он вот давайте его пригласим, будем платить ему огромные деньги. И вот, да, когнитивно-поведенческая психотерапия, съезд, коллеги, мы вот позвали сюда Алана какого-то там, давайте, коллеги. И вот этот Алан с умным видом стоит и несет набор каких-то совершенно бессодержательных пустых фраз даже, понимаете? Даже логически никак не связанных между собой. Вот, такие вот дела. Вызывая сомнения у слушателя, прежде всего, в себе. Думаешь, может, это... Но опять же, да, я говорю, здесь речь не идет о психозе уже, здесь речь идет о том, что это имеет легкую форму, практически незаметно. Потому что вот то, что я уже сказала, с точки зрения реформаторской проекции остается тенденция в небытие, это уже госпитализация пациента. Согласитесь, да? Тут уже четко речь идет о психотическом состоянии. Когда же мы слегка можем это обнаружить, человек совершенно реально встроен в этот социальный мир, и вообще даже никто не подозревает, что у него есть какая-то легкая форма нарушения мышления, да, вот по этой, так сказать, разорванности, то есть она разорвана. Вот я к вопросу про вот эту шкалу от и до. То есть когда мы видим это вот в легкой форме, мы можем это слегка заподозрить, да, что-то не то. А у человека вовсю начинает уже происходить, да, процессы нарушения мышления. И уже мы видим, когда это какая-то уже психотическая фаза, психотическая стадия, вернее. Так, это что касается у нас разорванного мышления. Ну ладно, значит, далее идет бессвязное мышление. Вот это уже, конечно, более к психозу, да, имеет отношение. Здесь отсутствует не только логика в его словах, но и, в общем-то, они вообще никоим образом даже не складываются между собой по правилам составления этой фразы. То есть это просто набор вот такой бессвязной окрошки. Понимаете, да? То есть нет никакой даже грамматической связи в этом. Все. Вода, пришел, озвучка, столб, сидел. Никакой связи между собой. И, конечно же, это уже стопроцентная психиатрия и психотическое состояние. Так. Ну вот, да, соответственно, это у нас встречается при шизофрении, вот так, и экзогенно-органических психозах. Вот такая какая-то словесная крошечка. Давайте дальше, погнали. Нарушение целенаправленности мышлением, такое как резонерство. Резонерство – это когда человек говорит совершенно витиеватым, таким долгим рассказом, уже не имеющим особого отношения, забыл, о чем говорил, и пошел рассказывать об одном, втором, третьем, о космосе, о мироздании, его понесло, унесло. Вы вроде задаете конкретный вопрос, может быть, он к нему когда-нибудь подойдет, но очень много воды в словах. Вода, 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 кругом одна
нужна вода. И вот, кстати, в политиках, да, у политиков, если мы посмотрим наших политиков, мы также можем слушать и думаешь, сколько это может продолжаться вообще. Сколько это резонерство может продолжаться. Опять же, усыпляя людскую бдительность и создавая ощущение, ну, наверное, человек просто какой-то очень умный, а я просто очень глупый. И вот он сейчас очень много чего-то важного говорит, а на самом деле нет там ничего важного. Там одно сплошное мудрствование бесплодное. И разговор вот такой вот ни о чем. Да? Особенно если человек может выучить самое разное количество слов, да, какой-то терминологии профессиональной. И вот он это наполнит чашу и начинает эту чашу на вас изливать. И он может делать это часами. И 5, и 6, и 7 на каком-нибудь съезде сидит, и вот это все льет. Да? Вот это такое резонерство. Не по существу. Так, ну и также при шизофрении, кстати говоря, нарушение. Вот опять же, да, я говорю вам, мы можем это встречать в реальной жизни, там нет никакого психоза, и можем это встречать в ярко выраженной форме, когда человек действительно у нас уже с вами страдает шизофренией. Так, далее, аутистическое мышление, не имеющее никакого отношения к реальности. Мы недавно с вами говорили сегодня у нас что, понедельник, да? Мы недавно с вами говорили о шизотипическом расстройстве личности, да? Ранее этот диагноз назывался вялотекущая шизофрения. Так вот, как раз там и есть тот формат мышления, когда человек начинает думать о чем-то таком, где-то о потусторонних мирах каких-то, да? О космических каких-то процессах, о влиянии Луны и так далее. То есть он уходит в мир каких-то, может быть, даже динозавров, в мир Гарри Поттера, во что-то такое совершенно его собственное. То есть другой туда, в эту какую-то его личную среду погрузиться не может. Он там один находится в этом процессе, и вот эти сказки, сказочные какие-то персонажи, вот это все им, так сказать, завладело. И он в этом пребывает, он в этом проживает. Да? А вот это очень тоже интересно. Поэтому это бывает действительно при шизотипическом расстройстве личности, при шизофрении, да, ну и при шизоидном тоже бывает. Далее, символическое мышление, неологизмы. Я их обожаю, потому что особенно я это вижу у своей младшей дочери, да и у старшей тоже. Особенно это видно у детей, кто сразу одновременно говорит на 3, а то и на 4 языках. У них все это в голове перемешивается. Но в данном случае это не говорит о том, что идет нарушение мышления, просто у них это выглядит вот прямо вот по учебнику, что называется. И начинают рождаться у человека неологизмы, так называемые. То есть он берет слово и придает ему чудаковатую форму. И все в целом это начинает звучать очень-очень-очень-очень-очень странно. Ну, вспоминайте Алису в «Стране чудес», «Зазеркалье», у нее там хрюпали-хлюпали, вунтики, мультики, хлюпали, вунтику хлюпали. Соответственно, вот когда вот опять же переключусь на детей, это не нарушение мышления, просто ярко выраженные вот эти неологизмы, они начинают говорить брейка, там, брейка – это бритва, да, или, допустим, ноготерка, мастер по маникюру и так далее. То есть слово похоже немножечко на настоящее слово чем-то. Конечно же, это так ты можешь образно, да, составляя из каких-то звуков, составляя из каких-то слов, увидеть, что это за слово, но вместе с тем оно имеет такую чудаковатую, такую причудливую, искусственно созданную, сделанную, очень интересную речь. И вот она опять же, да, может встречаться как в рамках, в принципе, приблизительной условной нормы. Люди любят там раз, и вот свое слово создала, и вот интегрировала ее в свой словарь, и этих слов много. Да? Также мы можем это наблюдать уже и при каком-то ярко выраженном психотическом состоянии. Но это невероятно интересно. Невероятно. Шкафрил, солнцешник, едулька, мамяша, да? Вот такое очень символическое мышление. А также, например, если
Ну, например, у дислексиков, у них очень часто такие, они правополушарные, прямо грибные алисы, которые, вот им сложно и читать, и писать, и понимать речь, да, у них очень легко рождаются в их голове образные такие какие-то структуры. Ну, безумно интересно, конечно же. Да, в общем-то, понятная, причудливая такая форма, понятная самому пациенту. Но опять же, да, когда она уже имеет такую совсем экстраординарную форму, то понятная только пациенту, но она может быть понятна и близким. Ладно, мои любимые, следующая серия будет посвящаться по большей части нарушению мышления по содержанию. В этот четверг мы с вами разбираем фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Давайте посмотрим. Вы меня просили этот пляж разобрать. Давайте посмотрим. И 21 февраля стартует наш марафон. Поэтому все те, кто хочет присоединиться к нашей группе, группа будет вместе со мной активно 5 дней подряд по часу. Да, 21 февраля мы стартуем 20:00 по Москве. Стоимость 4 900. Группа будет активно работать по созданию собственных каких-то YouTube-каналов, инстаграмов, да, неважно. В любом случае мы охватим все. Просто главный будет ракурс у нас на YouTube. То есть человек хочет презентовать себя и свой продукт в мире интернета. Как ему это сделать? Что ему для этого нужно? С какими «но» он может столкнуться? Нужно ли ему говорить о себе? Нужно ли ему что-то подворовывать у конкурентов? Да? Как опередить? Как быть с рекламой? Сделать ли эти просмотры, там, закрывать ли свои комментарии, читать на них, как на них отвечать и так далее, как побороть свои страхи, как замотивироваться, как вообще вдохновиться и чем вдохновиться, где черпать идеи, как не выгорать, да? Как разогнать в себе лидерство, чтобы заявить о себе. Как не бояться эту камеру, как правильно с ней взаимодействовать, как сделать так, чтобы не выключили, а продолжили смотреть именно тебя. Все это мы будем с вами активно прорабатывать, да, учиться делать 21 февраля, мои любимые. Поэтому я вас всех со всей любовью и нетерпением жду. Чтобы записаться, нужно просто написать мне вот сюда в личные сообщения, что «Вероника, я хочу прийти на твой марафон, и я вас запишу». Марафон называется «Возьми свое». Да. Мне очень понравилось это название, потому что каждый человек имеет собственное какое-то желание, собственную цель. И вот его задача взять свое. Вот это принадлежит мне, это мое. Я хочу это взять. Это моя аудитория. Да? Это я своей аудитории что-то рассказываю. Это мой продукт, я его создаю, я продаю свой продукт, я зарабатываю свое, это мое, то есть возьми свое. У каждого есть свое, которое он должен непременно взять в этой жизни. Поэтому мне очень понравилась эта фраза «возьми свое». Вот так вот, мои любимые. Ну ладно, я вас целую, обнимаю. Если я что-то тут не договорила, я это все сейчас напишу. И следующую, так сказать, все. В четверг мы разбираем фильм «Пляж», мои любимые. Все, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить следующие очень полезные видео. Все, и заходите на мой сайт veronikastепанова.com.